Всем привет! Ребята, сегодняшнее видео пойдет речь немножко ответ на те комментарии, которые писали у меня к одному ролику. У меня на канале есть видеообзор вот этого котла. Это котел электрический, протермскат чешского производства. Я в нем там в двух словах о нем рассказывал. Довольно-таки надежный котел, и соотношение цены и качества, в принципе, на сегодняшний день его цена варьируется где-то на 24 киловатта, он, наверное, будет стоить 22-23 тысячи гривен. Но данный котел у меня стоит на 24 киловатта, ребята, но суть в другом. Суть в том, что 24 киловатта на этом табло я никогда не видел его употребления. То есть максимум я видел это 12 киловатт, и то эта температура была там, я не знаю, один раз за 5 лет я такую цифру здесь на этом котле видел. Сегодня у нас температура на улице, сейчас мы посмотрим. Да. Температура у нас на улице минус 7. Сейчас я в телефоне посмотрю. Телефон показывает, что у нас температура минус 8. Температура в доме у нас, вот лежит у нас градусник 24-23 градуса. То есть, вот, ребята, ночью, естественно, больше. Ночью было минус 12, сегодня минус 14. Но дело не в этом. В прошлом месяце, в декабре месяце он был теплый, мы намотали там 2 с чем-то тысячи киловатт. Все вы знаете, что с 1 января подняли тариф на электроэнергию. Не только на электроэнергию, также на энергоносители, такие как газ тоже. Если вы знаете, что тоже подорожал. Значит, что получается? У меня дом полностью отапливается от электричества. В доме газа нету и нету твердотопливного котла. У меня не стоит твердотопливный котел, но хотя изначально дымоходы, все это предусмотрено, они есть, и на случай необходимости есть возможность это все поставить, что газовый котел, что твердотопливный котел. Но опять же, не хочется платить кучу денег за газовый котел и при этом платить за газ и при этом сидеть в холоде. То есть надо. Потому что то качество газа, которое на сегодняшний день, желает, конечно, лучшего. У меня родственники в деревне, у них отопление газовое. Вот в декабре месяце они за газ заплатили 4600 гривен заплатили за газ. Не знаю, сколько при этом они потребили кубов. Но мы заплатили за декабрь месяц. У нас за декабрь месяц платежка вышла 2000. Это у нас за что у нас? За декабрь, да. За декабрь месяц вот наша платежка 2181 гривна за отопление. У нас кроме электрического отопления, у нас все на электричестве. Варочная панель, бойлер, все у нас на электричестве. Насосные станции, которые гоняют воду. Ну, все. То есть у нас других источников энергии нету, кроме как электрической. И вот некоторые в комментариях мне пишут, что не может такого быть. Ребята, отвечаю вам еще раз на ваш вопрос. Как не может такого быть, если с 2015 года я пользуюсь только электрическим котлом? Мой дом находится в южной части Украины, это Одесская область, сам юг Одесской области. Температуры минусовые у нас бывают очень редко. Практически сейчас в последнее время идет постоянно плюсовая температура, плюс 1, плюс 2, минус 1, минус 2. То есть, это такие температуры вообще минимальные. Сегодняшнее видео я решил записать, потому что на улице такая температура минусовая. Я хотел, чтобы вы обратили внимание, сколько данный котел потребляет при минусовой температуре. Сегодня температура, как вы уже видели, минус 7, минус 8. Котел у меня включается 4-6 киловатт. То есть в 11 часов я ставлю ему температуру чуть-чуть выше. Ставлю 45 градусов. На данный момент у меня температура 42 градуса стоит на котле. Я поднимаю с 11 часов ночи, я поднимаю где-то. Почему с 11 часов ночи, ребята? Потому что у меня стоит двухтарифный счетчик, и с 11 часов ночи до 7 часов утра у меня идет льготный, полтарифа я плачу. То есть и в это время я поднимаю температуру до 7 утра, поднимаю на несколько градусов, и в доме вполне целый день комфортная температура.
И в связи с тем, что сейчас на сегодняшний день подняли цену за 1 киловатт электроэнергии 1 гривна 68 копеек и убрали 3000 киловатт. Если кто знает, у нас у кого дом отапливался на электроэнергии, на отопительный сезон с 1 октября по 31 апреля давалось 3000 киловатт по льготной цене. То есть мы платили 90 копеек, это у нас день, и пол тарифа мы платили 45 копеек, мы платили с 11 часов вечера до 7 часов утра. Эти 3000 киловатт убрали, но вроде бы двойной тариф, тройной тариф вроде бы как остался до 31 марта. Там наши слуги народа будут решать, стоит ли нам оставлять вообще. Ну, поживем, увидим. Даже, ребята, при этой цене, которая будет у нас 1 гривна 68 копеек за киловатт, я думаю, что мне вполне будет выгодно отапливаться электричеством. Объясню почему. На сегодняшний день газ тоже. Мне завести газ, ну, тоже нормально денег надо заплатить. Надо заплатить заможно, то, что врезаться в линию, там цена у нас на улице $1000 стоит. Плюс надо будет трубы, счетчики, проекты и газовый котел надо будет. То есть вот это все до кучи примерно выйдет 70-80 тысяч гривен все вместе. Я себе прикинул, что у нас, допустим, мы отапливаемся, начиная ноябрь частично, декабрь, январь, февраль, март и в апреле, ну, 5 месяцев. У нас пиковые такие, это у нас январь-февраль, то есть в марте уже идет потепление такое, в апреле уже, в принципе, уже практически там в середине апреля мы уже отключаем отопление. Ну, в зависимости, каждый год по-разному. В прошлом году вообще снега не было. Эта зима немножко, январь такой немножко морозный. Сейчас, послезавтра это крещение уже будет, у нас будут крещенские морозы. Показывают у нас минус 12, минус 14. Ну, хоть дети покатаются немножко на санках, снег не растает. А то бывает такое, что снег с утра идет, вечером уже снега нет. То есть, если ты еще успел его потрогать, то это тебе повезло. Так вот, тем, кто пишет мне в комментариях, ребята, это лично мой опыт, я рассказываю то, что я пользуюсь электрокотлом, и я пользуюсь с ним с 2015 года, ребята. Уже 5-й или 6-й год я именно плюс электроотопление. Я топлю 150 квадратов. Дом у меня, размер дома 11,5 метров на 12,5. Высота у меня потолков где-то 2,65-2,70. Толщина стен, значит, сами стены без утепления у меня где-то 500 миллиметров идут. И утеплитель у меня 50 миллиметров. Стена у меня сделана, частично у меня сделана с самана. Саман это глина с соломой. И фасадная часть стены сделана с ракушника. Вот такой вот миф сделан. Все это поштукатурено и сверху утеплено. Утеплен пенопластом 25 плотности ГОСТовским. То есть спасибо добрым людям, они мне привезли такой пенопласт. Я заказал, то есть человеку огромное спасибо. Вот такое утепление у меня дома. По перекрытию между первым этажом у меня плиты. На первом этаже у меня теплые полы. На втором этаже у меня радиаторы стоят. Теплые полы у меня только в ванной комнате на втором этаже. И чердачное перекрытие между вторым и чердаком у меня балки, ребята. Балки у меня толщина балок 200. И утеплены они каменной ватой вот в 200 миллиметров. Вот такой вот у меня получается. Вот так дом у меня обустроен. Так что не знаю, ребята, как у кого там как что-то получается. Я думаю, что проблема, скорее всего, что это большие теплопотери. Это в первую очередь надо искать эти теплопотери и их устранять. И тогда уже можно будет. Потому что, а как это? Ну вы должны понимать, что самый высокий КПД это у электрокотлов. У них 99,5. То есть вот это все тепло, которое он преобразовывает с электрической энергии в тепловую энергию, эта вся энергия тепловая остается в доме, она никуда не уходит, как у газовых котлов.
уходят в там, я не знаю сколько сейчас, хотя вот эти конденсационные, там за них говорят, что у них чуть ли не 100% КПД. Да не может быть 100% КПД, потому что какая-то часть тепла по-любому уходит в трубу. Как бы кто бы ни говорил, там все равно какая-то часть тепла уходит в трубу. За твердотопливные я вообще молчу. У них они самый низкий коэффициент полезного действия. То есть у них большая часть. Они там сейчас пиролизные, там еще так, ну, вот. Все, что он произвел, он оставил в доме. То есть никуда оно не делось. Ну а утепляться, сами решайте, кому как выгодно. Кому-то выгодно дровами, кому-то выгодно газовый котел поставить, кому-то электрический, кто-то по возможности может все три поставить, сидеть себе там и играться. Ну, дело каждого. А на сегодня все. С вами был Димастер. До новых встреч. Всем добра, здоровья. Пока-пока.